Привет. Как и обещал, записываю ролик про то, как я реализовал м, бота-помощника, который будет выступать как службой поддержки. Э, Он ориентируется на вот эту инструкцию. Это наш user guide. Он детально описан как для админов приватных телеграм-каналов, так и для тех людей, которые будут привлекать рефералов. Э, Значит, сейчас расскажу по порядку. Я использую для этого платформу DeFi. Это open source платформа, за которой стоят китайцы. Они довольно-таки активно ее развивают, постоянно выкатывают обновления. Это я просто у меня сейчас, у меня там коллеги подняли серваки, и я имею возможность создавать агентов. Агент это, скажем так, грубо говоря, это помощник, который выдает ответы на основе предоставленной ему информации. Например, вот Invite App Support Manager. Это вот этот бот, который отвечает на мои вопросы в рамках Invite App бота. Например, как создать компанию. Он на русском языке отвечает: привет, спасибо, что обратились в службу поддержки. Сейчас я проверю информацию по вашему запросу и, соответственно, выдает ответ. Ответ выдается корректно. Значит, как это все устроено? Мы переходим в нашего агента и видим поле Instructions. Это инструкции для нашего искусственного интеллекта, которому мы ему их прописываем, и на основе этих инструкций он будет отвечать соответственно. Есть раздел «Контекст». Сюда мы прикрепляем наш user guide, который индексируется. Тут уже есть другие разделы Tools, Vision, об этом говорить не буду, так как это касается непосредственно этого бота. Вот. И по сути таким образом я даю, скажем так, я разгружаю себя на какие-то очевидные вопросы, на какие-то банальные вопросы, да. И если условно юзер не понимает, я не понимаю, пишет, в теории бот должен его перевести на менеджера, то есть на меня. Сейчас посмотрим. Он в конце обычно добавляет: если у вас появятся вопросы, напишите нашему менеджеру поддержки. И, соответственно, это переводится на меня. Вот. Также я ему сказал, чтобы он прикреплял скриншоты. То есть always present these links and comments in the user language. For example, use image URL. For more information, visit link. Также вот в ответах он выдает залинкованное слово. Вот, собственно, скриншот сам, вот, который есть в инструкции. И таким образом мы покрываем определенные запросы в рамках привлеченного трафика. Вот. Создается он очень просто. Мы выбираем Create from Blank. Есть варианты чат-бот, текст-генератор, агент, workflow. И я выбираю агент, так как именно агенту можно скормить информацию. Чат-боту этого сделать нельзя. Например, вводим название 1. Как писать, кстати, инструкции. Вот эта инструкция, которую я показывал в рамках Invite App Support Manager, она написана не мною, она также прогонялась через агента. У меня есть специальный агент, например, да, называется Instruction Create Helper. Я ему изначально прописал: твоя задача улучшить инструкцию, которую я тебе пришлю. Я ему говорю, например, измени менеджера с, это мой никнейм, например, на Spike Holes. Вот, и
я ему прикрепляю эту инструкцию. Он, соответственно, сейчас внесет определенные правки в эту инструкцию. Вот если в этой инструкции мы сейчас увидим мой никнейм старый, то в новой инструкции он просто его заменит. Это банальный простой пример. На самом деле, зависимо от задач, которые мы хотим увидеть от искусственного интеллекта, мы, соответственно, прописываем это здесь. И потом, как это делается, эту инструкцию готовую инструкцию мы потом вставляем в наш Enlighten Support Manager, затем ее тестируем. Если ответы корректные, сохраняем. Если ответы некорректные, мы возвращаемся к этому агенту по инструкции, вписываем какие-то правки и таким образом прогоняем его, скажем так, до работоспособного состояния. Вот. Это если взять вот такой вот пример. В рамках DeFi платформы выводятся ответы только через веб. Окей. Они выводятся обычно здесь. Этот виджет можно вставлять также на сайт. Вот этот чат. Все обычно здесь происходит. Как мы его вывели через Telegram? Через Telegram это уже отдельный проект моих партнеров, этот проект берет API этого агента. Там есть специальный вот API Access. И, в общем, включается APK, берется. И, соответственно, есть документация, как это все делать. Это уже реализация за разработчиками. Вот. Поэтому вот, собственно, что я хотел показать. Все. Всем спасибо. Дальше, я думаю, мы можем рассмотреть вариации продвижения, вариации потенциальных инвестиций и, собственно, стратегическое планирование. Ну, собственно, вот. На этом все. Всем спасибо.